Когда шимпанзе в зоопарке внезапно упал в глубокий пруд и начал тонуть, все сотрудники зоопарка были слишком напуганы, чтобы помочь животному. Казалось, что бедному примату осталось жить всего несколько минут, но в последний момент отважный посетитель бросился на помощь. Эта реальная история произошла 17 июля 1990 года в зоопарке Детройта. Был жаркий летний день. Семьи с детьми прогуливались по окрестностям, с интересом наблюдая за животными. Одним из самых популярных экспонатов был вольер с шимпанзе. Посетителям нравилось наблюдать за поведением шимпанзе. Среди них выделялся 18-летний самец шимпанзе по имени Джо-Джо. Он был любимцем публики благодаря своему игривому и озорному характеру. В этот день Джо-Джо, как обычно, развлекал посетителей, активно раскачиваясь на ветках. Внезапно произошло нечто неожиданное. В вольере между двумя самцами шимпанзе завязалась драка. Джо-Джо и еще один крупный самец начали агрессивно орать друг на друга. Их громкие крики разносились по всему зоопарку, привлекая внимание посетителей. Шерсть шимпанзе встала дыбом, когда они обнажили зубы, демонстрируя свою силу. Посетители с беспокойством наблюдали за растущим напряжением. Некоторые родители быстро увели своих детей из загона. Внезапно другой самец напал на Джоджа. Завязалась ожесточенная борьба. Шимпанзе катались по земле, нанося удары друг другу. Их рев и визг эхом разносились в воздухе. Джоджа пытался защититься, но его противник был сильнее. Сотрудники зоопарка бросились к вольеру, пытаясь разнять дерущихся животных. Они кричали и колотили по ограждению вольера, надеясь отвлечь шимпанзе, но животные не обращали внимания на их попытки. В суматохе драки Джоджа оттеснили к краю островка в вольере. Он потерял равновесие и упал. С громким всплеском Джоджа ударился о воду, окружавшую остров. Толпа ахнула от шока и страха. Джоджа начал отчаянно барахтаться в воде. Его глаза расширились от ужаса. Он пронзительно звал на помощь. Шимпанзе не умеют плавать, и ситуация быстро стала критической. Вода в пруду была мутной и грязной, из-за чего было трудно разглядеть, где находится Джоджа. Его темная шерсть сливалась с мутной водой. Только всплески и рябь на поверхности показывали, где шимпанзе боролся. С каждой секундой его движения становились все слабее и неорганизованнее. Было ясно, что Джоджа быстро теряет силы. Посетители запаниковали и начали звать на помощь. Многие снимали происходящее на свои мобильные телефоны. Некоторые пытались вызвать экстренные службы. Родители закрывали глаза своим детям, чтобы те не видели ужасного зрелища. Сотрудники зоопарка бросились к вольеру, отчаянно пытаясь придумать способ спасти тонущего шимпанзе. Кто-то побежал за спасательным кругом. Другие искали длинный шест, чтобы попытаться вытащить Джо из воды. Но никто из работников не осмелился прыгнуть в воду. Шимпанзе в 5 раз сильнее людей, и ситуация была чрезвычайно опасной. Вольер также был окружен высоким забором с колючей проволокой поверху, что делало практически невозможным быстрое проникновение внутрь. Тем временем Джоджа начал погружаться под воду, его голова моталась вверх-вниз, исчезая под водой. С каждой секундой его движения становились все слабее. Казалось, трагедия неизбежна. Казалось, что время замедлило свой ход. Каждая секунда растягивалась в вечность. Воздух наполнился криками ужаса и отчаяния. Люди не могли поверить, что стали свидетелями такой трагедии. Маленькие дети плакали, не понимая, что происходит. Взрослые чувствовали себя беспомощными перед лицом надвигающейся катастрофы. Сотрудники зоопарка лихорадочно искали решения. Они пытались дотянуться до Джо-Джо длинными шестами, но ничего не получалось. Пруд был слишком широким. Кто-то предложил слить воду, но это заняло бы слишком много времени. С каждой проходящей секундой все уменьшалось. Шансы Джоджа на выживание. Другие шимпанзе в вольере тоже были взволнованы.
Они расхаживали по острову, издавая необычайно громкие крики. Некоторые подходили к краю пруда, как будто пытаясь помочь своему товарищу шимпанзе, но боязнь воды не позволяла им прыгнуть в воду. Их страдания только усиливали атмосферу паники. В этот момент из толпы посетителей неожиданно вышел мужчина. Это был Рик. Свауп, обычный посетитель зоопарка, который много лет проработал водителем грузовика. Он приехал в зоопарк со своей семьей на выходные. Рик быстро оценил ситуацию и понял, что терять время нельзя. У Джоджо оставалось всего несколько минут. Пока остальные колебались, Рик принял смелое решение. Он снял ботинки и куртку. Люди вокруг удивленно смотрели на него, не понимая, что он собирается делать. Жена Рика, догадавшись о его намерениях, попыталась остановить его. Она схватила его за руку, умоляя не рисковать. Дети Рика с тревогой наблюдали за своим отцом, но Рик был полон решимости. Он мягко убрал руку жены и сказал: «Я должен это сделать. Я не могу просто стоять здесь и смотреть». Затем Рик побежал к вольеру. Он быстро перелез через забор, несмотря на предупреждения и крики сотрудников зоопарка. Оказавшись внутри, Рик остановился, полностью осознавая, на какой риск он идет, но мысль о спасении жизни придала ему мужество, в котором он нуждался. Рик глубоко вздохнул и прыгнул в мутную воду пруда. Вода оказалась намного холоднее, чем он ожидал, и покалывала его кожу ледяными иглами. Грязь тут же заволокла его зрение, и он ничего не мог разглядеть вокруг. На мгновение его охватила паника, но Рик заставил себя сосредоточиться. Он поплыл в том направлении, где в последний раз видел Джоджо. Двигаться по воде было трудно. Мокрая одежда тянула его вниз, а ботинки были полны воды. Каждый грибок давался с трудом. Он ощупывал темную воду руками в поисках шимпанзе. Его легкие горели от недостатка воздуха. Рик знал, что у него мало времени. Внезапно его рука наткнулась на что-то мягкое. Это была шерсть Джоджо. Рик схватился за нее и попытался притянуть шимпанзе поближе к себе, но тот едва не разжал хватку. Кожа Джоджо была скользкой от грязи, а шимпанзе оказался намного тяжелее, чем ожидал Рик, веся почти в 1,5 раза больше, чем сам Рик. Рик попытался всплыть, но вес Джоджо тянул его вниз. Он отчаянно боролся, чтобы удержать голову над водой. Его легкие горели огнем от недостатка воздуха. На мгновение Рику показалось, что он может утонуть, но он заставил себя продолжать плыть. Толпа вокруг ограждения затаила дыхание, пытаясь разглядеть Рика и Джоджо в мутной воде. Секунды тянулись мучительно долго. Казалось, прошла вечность, прежде чем голова Рика наконец показалась над поверхностью. Он хватал ртом воздух, изо всех сил пытаясь удержать обмякшее тело Джоджо. Шимпанзе был без сознания, его голова безвольно свисала. Рик, собрав последние силы, поплыл к берегу. Каждый грибок давался ему с огромным трудом, но он не собирался сдаваться. Сотрудники зоопарка бросились на помощь. Они протягивали руки, пытаясь схватить Рика и Джоджо. Наконец, им удалось вытащить шимпанзе из воды на берег. Измученный Рик едва смог самостоятельно выбраться из воды. Джоджо лежал неподвижно. Ветеринары немедленно начали оказывать ему медицинскую помощь. Они начали делать Джоджо искусственное дыхание. Рик рухнул на землю рядом с ним, дрожа от холода и напряжения, вызванного тем, что он только что пережил. Кто-то набросил полотенце на плечи Рика. Через несколько минут Джоджо наконец пришел в себя. Он закашлялся и открыл глаза. Ветеринары вздохнули с облегчением, что худшего удалось избежать. Джоджо был жив, хотя и сильно напуган. Его быстро доставили в ветеринарную клинику зоопарка для полного обследования. Рику также была оказана медицинская помощь. У него было много царапин и ушибов от когтей шимпанзе, и врачам нужно было убедиться, что нет риска заражения. Пока Рику оказывали медицинскую помощь, к нему подошел директор зоопарка. Он тепло поблагодарил Рика за храбрость.
Благодаря Рику удалось избежать ужасной трагедии. Директор пообещал, что зоопарк покроет все медицинские расходы Рика. Они также предоставили Рику и его семье пожизненный бесплатный пропуск в зоопарк. Рик скромно попытался преуменьшить похвалу. Он сказал, что просто не мог стоять в стороне и ничего не предпринимать, и что любой другой поступил бы так же. Но для всех окружающих Рик был настоящим героем. Его мужественный поступок вдохновил многих людей и напомнил всем о важности помощи другим, даже если речь идет о животных.